Илон Маск затеял войну с Apple, Азову теперь можно воевать американским оружием и задержание молдовских оппозиционеров после прибытия из Москвы. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. ООН проголосовала за прекращение огня в секторе Газа. Действительно ли горячая фаза подошла к концу? Как ясно дал понять президент Байден, Хамас больше не способен осуществить еще одно 7 октября. В Берлине начали восстанавливать Украину. Что из этого выйдет? Україна має всю природню основу для сучасної енергетики. Выборы в Европарламент, последствия и осадок. Что будет дальше? То есть эти выборы, где голосуют сердцем в буквальном смысле, потому что после этого голосования как бы в стране ничего не меняется. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки и оставлять комментарии. Не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», она где-то тут. И не забывайте, что нужно подписываться на наши каналы. Поехали. В Берлине проходит международная конференция по восстановлению Украины. На ней должны выступить как минимум немецкий канцлер и украинский президент. Эта конференция дает старт череде саммитов, посвященных так или иначе Украине и мирным процессам. Україна має всю природню основу для сучасної енергетики. Але без вашого кредитування та інвестицій ми не зможемо це реалізувати. І тут йдеться не про гранти, а про високодоходні інвестиції для ваших компаній, про великий ринок для вашого обладнання, про кредитні програми для ваших інституцій. Все це разом з нами створить новий енергетичний фундамент. Щонайменше десятки тисяч нових робочих місць та забезпечить і нам, і вам відчутне економічне зростання. В коротшій перспективі ми повинні реалізувати також швидке та недороге відновлення усіх енергооб'єктів, які можливо зараз відновити. До зими. Це так важливо. До зими з цієї конференції ми вийдемо з домовленостями на мільярди євро і для нашої оборони щодо виробництва в Україні військової техніки та зброї, і для нашої енергетики, для ремонтів та розбудови нової та більш сучасної енергетики, і для нашого соціального життя. І це стосується, зокрема, освіти в громадах, будівництва житла, постачання медичного обладнання. А Путин тем временем планирует свой визит в Северную Корею. Какие разные планы и какой разный результат. США снимают запрет на использование и поставки своего вооружения 12-й бригаде специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины. Об этом пишет Washington-Post, ссылаясь на источники в Государственном департаменте США. После тщательного изучения 12-я бригада специального назначения «Азов» прошла проверку лихии, проведенную Государственным департаментом США. В Госдепе имеют в виду так называемый закон Лихи, по которому американскую военную помощь нельзя предоставлять организациям, которые совершили серьезные нарушения прав человека. Нет дополнительной информации о том, когда ограничение было снято или будет снято, и не использует ли Азов американское оружие уже. Естественно, в Кремле на такую мелочь отреагировали молниеносно. Крайне негативно. Крайне негативно. Речь идет о ультранационалистах, ультранационалистических вооруженных подразделениях. И, собственно, такая внезапная смена позиции Вашингтона говорит о том, что они ничем не гнушаются в своих попытках подавить Россию. Подавить Россию, используя, естественно, Украину и украинский народ в качестве инструмента в своих руках. Готовы даже на заигрывание с неонацистами. Это тоже, в свою очередь, лишний раз подтверждает актуальность наших опасений в связи с тенденцией к ползучему такому распространению идеи неонацизма в мире. Молдовская полиция задержала пассажиров рейса, прибывшего из России в Кишинев. Московские пропагандисты пишут, что это участники съезда так называемого оппозиционного молдавской власти блока «Победа», съезд которого прошел в Москве в апреле этого года. Они якобы возвращались с экономического форума в Санкт-Петербурге, и их задержали прямо в аэропорту.
Выборы в Европарламент подчеркивают сразу несколько проблем, которые циркулируют в европейском политическом пространстве. Одна из них – это важность общеевропейских выборов в целом. И явка в 51%, хоть она и почти такая же, как была в 2019 году, но значительно выше, чем раньше, показывает, что европейцам становится важным. Депутаты Европарламента формируют некий далекий орган с довольно сложно устроенными полномочиями, но которые его правительство не формирует. Вот, при этом это выборы, в них участвуют местные политики, местные партии, созданные по случаю выборов объединения. И эти выборы в Европарламент используются не столько в мыслях о том раскладе, который сложится, собственно, в Страсбурге, сколько это место заседаний Европейского парламента основное. Сколько в мыслях о том, как просигнализировать свое недовольство или свое одобрение местным партиям. То есть эти выборы, где голосуют сердцем в буквальном смысле, потому что после этого голосования как бы в стране ничего не меняется. Правительство тоже, премьер тот же, президент тот же. Просто он может получить оплеуху, да, он может получить соответственно, какой-то сигнал недовольства. Поэтому эти выборы, к которым относятся, с несколько меньшей, с пониженной ответственностью, в общем. А что именно становится важным для европейцев, об этом мы поговорили с экономическим экспертом Борисом Кушнируком. В первую очередь это связано с объективными трудностями вот этого перехода технологического мировой экономики, в первую очередь развитых стран, то есть страны Европы и США. В первую очередь. Можно еще сказать Канада, Япония, Южная Корея, но по большому счету Австралия, но по большому счету мы говорим о Европе и США. Вот этот переход технологический, он, очевидно, создает очень большое противоречие. И в первую очередь связано с тем, что многие те профессии, которые были, они отмирают. Соответственно, люди, которые раньше на них были заняты, они оказываются без работы. Причем проблема состоит в том, что эта проблема глобальная, что люди, особенно старшего возраста, уже за 40, большинство из них не умеет переучиваться. Вице-президент Малави разбился в авиакатастрофе. Накануне вечером воздушное судно с ним пропало с радаров, а в результате поисковой операции оно было найдено. Вице-президент и 9 пассажиров погибли. ООН поддержал план прекращения огня в секторе Газа, предложенный американским президентом, и призвал палестинских боевиков принять соглашение, которое направлено на прекращение 8-месячной войны. Хамас приветствовал принятие резолюции, разработанной США, и заявил, что готов сотрудничать с посредниками по реализации этапов этого плана, цитирую, которые соответствуют требованиям нашего народа и сопротивления. Конец цитаты Хамас. Мы можем помочь установить мир, приняв представленную на рассмотрение резолюцию, которая призывает Хамас принять соглашение о прекращении огня и настоятельно призывает обе стороны полностью выполнить условия соглашения без промедления и без каких-либо условий. В предложении говорится, что если переговоры займут более 6 недель на первом этапе, то прекращение огня будет продолжаться до тех пор, пока продолжаются переговоры, и Соединенные Штаты, Египет и Катар будут работать над тем, чтобы переговоры продолжались в духе доброй воли до тех пор, пока не будут достигнуты все соглашения. Израиль принял эту сделку, потому что она обеспечивает его безопасность. Как ясно дал понять президент Байден, Хамас больше не способен осуществить еще одно 7 октября, и обязательства Соединенных Штатов по самообороне Израиля являются железными. Воздержалась от голосования только Россия, остальные участники отдали свои голоса за трехфазное прекращение огня от Джо Байдена. Илон Маск вступает в конфронтацию с Тимом Куком, директором Apple. Маск говорит, что если компания будет действительно встраивать искусственный интеллект в свою платформу, тот запретит использование продукции Apple в своих компаниях.
Напомню, Apple анонсировала присутствие искусственного интеллекта собственной разработки в своих продуктах, который снова сможет заменить все. Apple Intelligence — это персональная интеллектуальная система, которая помещает мощные генеративные модели прямо в ядро вашего iPhone, iPad и Mac. Она опирается на ваш личный контекст, чтобы предоставить вам наиболее полезную и актуальную для вас информацию. Она защищает вашу конфиденциальность на каждом шагу и глубоко интегрирована в наши платформы и во все приложения, которые вы используете для общения, работы и самовыражения. Пока ответа гендиректора Apple не было, будем наблюдать за развитием этой истории. Я хочу напомнить, друзья, что мы существуем только благодаря вашей поддержке, ваше спонсорство, донаты, то, что вы нажимаете кнопочку «Супер спасибо», помогает нам создавать новые и новые видео, и мы вас за это благодарим и призываем не останавливаться на достигнутом. Также мы призываем вас ставить лайки, оставлять комментарии, подписываться на наши каналы, все это непременно очень важно. На этом у меня все, до встречи и хороших вам новостей.